Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вебинар по использованию нейросетей. И я рад представить вашему вниманию Ивана Позмогова. Иван, привет! Да, Михаил, еще раз привет. Всем привет зрителям. Сегодня я хочу рассказать про один из своих проектов. Проект реальный, но без названий брендов и всего остального. Проект, который основан на вайб-коде и нейронках. Почему возник такой запрос, то есть именно на эту тему? Потому что чаще всего заказчики стали искать более быстрые решения в плане создания собственных сайтов, платформ и их быстрых тестов. Сегодня попробую вкратце рассказать о том, как была сделана связка сайта каталога на WordPress и подключение AI-агентов, то есть именно посты в Телеграме и посты в виде новостей на сайте. Перехожу к слайду. Представлюсь как докладчик. Меня зовут Иван, занимаюсь проектным управлением в диджитал-сфере и развиваю бизнесы касательно сети интернет. Если брать просто, помогаю собственникам развивать их каналы продаж через диджитал. В общих чертах. Далее, кому это будет полезно? Предпринимателям, которые хотели бы за не такой большой бюджет протестировать гипотезы, собрать какие-то первые метрики, оценить идею продукта. Также может быть полезно для SEOшников, которые тоже хотели бы сделать, возможно, собственный какой-то каталог, быстро его протестировать, как работает нейросеть с точки зрения продвижения, и какие-то вещи улучшить. Маркетологи, которые занимаются контекстом, таргетом, тоже будет полезно. И тем командам, либо специалистам, которые запускают свои MVP-шки. В наше время тоже актуально будет. Иван, слушай, такой момент. Там какая-то музыка на фоне у тебя играет, да? Там кто-то поет или это музон какой-то? Да, это Азал, он сейчас закончится. Это сейчас 10 минут буквально. Просто каждый вечер такая история, да. Я сейчас... мне просто, чтобы видео не заблокировали за использование музона какого-нибудь в этом плане. Или она... Это же Мула поет, это не публичное. Понял, все. Сегодня пойдет речь об инструментах. В основном это компания Anthropic, это Claude, это Google и вся экосистема Google с точки зрения хранения данных, информации и консолей. Я понимаю то, что в России есть с этим проблемы с точки зрения блокировок, но я попробую сказать связку того, как это можно более-менее завуалировать с точки зрения работы. Также мы сегодня будем использовать CMS WordPress, с которым я часто работаю и который показал себя более практичным с точки зрения работы с кодом и с нейронками. И, соответственно, Telegram и Яндекс. Хочу сказать то, что не нужно искать волшебную таблетку в вайб-коде, потому что, как обычно, 70% работы строится до того, как делать какой-либо проект в нейросети. Основной акцент должен идти на аналитику и анализ конкурентов, ниши и всего остального. Поэтому вся основная работа обычно делается то есть именно до написания кода, либо до работы с нейросетью. Это самая затратная часть, то есть именно по времени. Но с точки зрения
быстроты реализации получается гораздо быстрее, чем даже работа со студией. Вот, поэтому, наверное, это и есть основное преимущество именно работы с нейронками с точки зрения тестирования там, гипотезы, либо каких-либо MVP. Вот, далее я покажу таблицу, которую лучше использовать для разработки проекта, вот, и более подробно прокомментирую. Первое действие, которое мы всегда делаем, это research. То есть мы изучаем рынок, мы изучаем сайты конкурентов, площадки, маркетплейсы, мы выписываем основные функции сайта, анализируем дизайн, изучаем структуру и саму архитектуру проекта, потому что это очень важно. Самое главное, ее заложить с самого начала, потому что дальше будет проще ее либо править, либо дорабатывать. Я знаю то, что очень многие делают, просто закидывают референсы дизайна в нейросеть и требуют сделать какой-то суперпроект, но обычно это не работает. Необходимо четко, конкретно понимать, если в вашей нише есть там лидеры, то при изучении сайтов либо площадок необходимо это заложить как основу и очень подробно расписать. Сейчас я запущу демонстрацию экрана и покажу, например, таблички, с которой я работаю. Видно как? Говори, когда выводить на экран. Вот уже можно. Так, говорю. Видно? Сейчас, секунду. Так, видно табличку. Да. Перед тем, как писать какой-либо промпт, либо какой-либо код на создание собственной площадки, лучше всего создать конкретную структуру и все подробно на нее указать, какие должны быть на сайте экрана, какие должны быть блоки, что за что отвечает. Шрифты, дизайн тоже лучше указывать, потому что для нейронки будет проще тогда создать уже какой-то более рабочий продукт с минимальными правками, чем потом все это по 100 раз переделывать. Вот, допустим, есть раздел экрана сайта. Здесь мы пишем конкретно экран, какой должен быть адрес, либо Slack, задача, которую решает данный блок экрана, кто пользуется, приоритетность. Далее мы расписываем уже блоки, каталоги, фильтры, карточки товаров, формы заявок, модальные окна, поведение пользователя на сайте. Также расписываем мобильную версию. Пишем все скроллы, все необходимые нам элементы. Дальше у нас пойдут компоненты. Что должно быть у нас во внешнем виде, при нажатии, при наведении на кнопки. Что происходит после? Состояние, модель данных, то есть там цену, там откуда берется такая база, тип, поле, артикул, количество. Дальше все это у нас переходит в дизайн-систему, все подробнее расписываем. Я включаю презентацию. Михаил, можно мне вывести опять презентацию, которая была загружена? Да, сейчас вот все на месте. Да. Вот это вот самая, пожалуй, тяжелая часть в плане работы человека. То есть чем подробнее заполним данные, тем лучше будет на выходе результат. Чаще всего как бы этот процесс пропускается. Вот, и дальше получается как бы каша.
То есть люди не понимают, почему не работает. Аналитика. Мы строим подобную карту до нашего там сайта, нашей площадки. Вот, особенно под WordPress. И далее мы все это компилируем в код и просим нейронку создать тему под WordPress. То есть получается кастомная тема. Мы прямо из админки ее загружаем и ставим. И дальше уже работаем либо с хостингом, либо уже непосредственно из админ-панели WordPress, что я считаю очень удобно. Вот, лично вот, по мне. Помимо всего этого, в чем еще удобство, можно писать собственные плагины. То есть уже давно не скачиваем там какие-то платные решения, потому что гораздо проще сделать свои, которые будут решать только нужную задачу, то есть без лишних затрат. И это все очень хорошо работает. Вот в последнем проекте я поставил, наверное, около 10 плагинов собственных, вот, и использовал всего лишь один идет SEO, вот, скачанный, и даже нет разницы. То есть сейчас, я думаю, то, что нейросеть позволяет уже писать нормальный код на уровне, наверное, мидла, на все узлы разработки. Далее, при изучении сайтов конкурентов мы ищем референсы на разных площадках. Ну, либо можно взять за основу сам сайт конкурента, но там нужно работать с дизайном, либо просить нейросеть переделывать брендбук, что тоже возможно. Вот. Но если у вас нет дизайнера под рукой, либо нет бюджета на дизайнера, то можно отдельной задачей сделать вот такую же Excel-очку и там просто прописать то, что вы хотите переделать. То есть именно по UX-элементам, по UI-элементам, по брендбуку и шрифтам. Мы находим около 5 референсов, и все это объединяем в одну задачу. Нейросеть все это обрабатывает и создает какой-то уже макет. И с этим макетом уже можно идти в тему WordPress и там это все разворачивать. Так скажу, то, что если раньше мы делали дизайн через подрядчиков, ну, наверное, где-то около месяца уходило на всю эту историю. Сейчас при более правильном подходе можно сделать за неделю-полторы. То есть именно и версию десктопную, и версию мобильную. Вот. Особой разницы как бы в макетах не видно. И причем есть опция, которая позволяет открывать их в фигме, то есть править руками, что тоже очень удобно. Далее. Сайт-каталог на WordPress. Если мы говорим о товарных нишах, есть два решения. Решение WooCommerce и есть решение свое. В принципе, и то работает нормально с нейронками, но именно по кастомизации лучше делать самопис. Потому что WooCommerce может где-то выдавать свои какие-то решения, которые там, ну, либо тяжело редактировать, либо будут баги. Как показала практика, можно сделать такой же аналог WooCommerce, который решает задачи, то есть именно по каталогу. И причем это будет уже собственным дизайном с тем, с которым вы хотите. Также есть возможность сделать интеграции с ERP, то есть либо с там, 1С, с MoistCloud, с Bittrex и через токены выгружать товары на сайт, либо в модуль WooCommerce. Далее. Что касается SEO-шки и скорости, самое главное это зафиксировать правильную структуру сайта, то есть именно на создании кода.
прописать все вложенности, все адреса, все ссылочки, всю базу данных, которая будет уходить на страницы. И дальше уже при редактировании будет гораздо проще делать техническую SEO-оптимизацию, потому что уже есть заложенные базовые параметры, которые будут неизменны. И это поможет потом и для поисковых роботов, и для создания более сложной работающей структуры. При интеграции затронул уже частично. Скажу то, что если сравнивать решения, которые есть на рынке платные, типа Мой склад и Bittrex, то, как показывает практика, заказчики часто покупают эти подписки, но тем не менее пользуются не всеми функциями, и поэтому получается переплата. Я считаю то, что на этапе тестирования гипотезы гораздо проще сделать какую-то собственную мини-CRM-ку с абсолютно базовой функцией загрузки товаров, редактированием картинок, описания, и это все очень быстро интегрируется с текущим сайтом. Все лежит на том же самом хостинге, просто на поддомене. И буквально за 20 секунд можно менять цены, товарные позиции, описание. Дальше. Если мы говорим о подключении к автоматизации, то есть именно по написанию контента, здесь есть несколько путей. Лучше, чтобы контент писался экспертом, но можно готовый текстовый контент положить себе на Google Диск, либо на Яндекс.Диск, и с помощью робота, агента, настроить автозапуск на хостинг на сайте. Допустим, если я хочу, чтобы у меня каждый день в 10 часов утра выходило 2 статьи, может быть, любое количество, то это настраивается все через Google, то есть через инструменты, через экосистему Google. Сейчас я найду вам слайд. Так, видишь, можно я поставлю демонстрацию экрана опять? Открою картинку. И вот у меня есть, наверное, загружу сейчас я сюда. Я наготове. Ага, секунду. Так, поставлю демонстрацию. Посмотрим. Так, говори, когда выводить. Секунду. Да, можно. Так, на экране. Да, я показал вот на этой картинке пример того, схему, то есть как работает AI-агент по постингу. То есть мы все это размещаем на Google Cloud. Подписка там стоит недорого. Она стоит, по-моему, в районе $50. И позволяет открывать вот эти все базовые функции. Дальше мы все это прокидываем через запишник. Подключаем, если это российский хостинг, то он может блокировать запросы от сервисов Google, либо от Cloud Code. Но если мы положим, допустим, агента на такой сервис, называется Cloudflare, там есть раздел Worker. Это как сторонняя прокладка, которая работает со всеми российскими хостингами и спокойно реализует скрипт. Поэтому можно использовать это в работе.
Далее. Покажу на примере Телеграма. Ракен готовит статью, делает черновик и превью. Каждый, допустим, день в 9:45 он присылает мне уведомление в Telegram и, с текстом, который должен пройти в публикацию. И я нажимаю кнопку «Подтвердить» либо «Отклонить». При подтверждении мой текст уходит на сайт. Да, и дальше я с ним уже работаю. Если мне, допустим, там не понравился текст, то я могу нажать «Отклонить» и отдать это все на пересборку. Я эту историю тестировал примерно там 2 недели, то есть работает очень хорошо. То есть даже без моего участия я получаю каждый день тестовые посты в канале Telegram. Вот, то же самое делается на сайте через новостные посты. Так, сейчас закрою экран, презентацию открою. Да, Миш, можно вывести опять презентацию? Угу. Так, все, презентация на экране. Да. Далее, как я уже говорил, то, что лучше всего под такие кастомные истории делать собственные плагины. Пишется достаточно просто, там, на том же самом Python, либо на том же самом PHP, он все это очень хорошо выдает именно в рабочий вариант. Вот. Но здесь важно иметь подписку на Pavel 5, либо на Opus 5. Это наиболее уже мощные модели. Там просто меньше ошибок. Они тоже часто ошибаются, вот, но править приходится меньше. И там очень много получается сразу там, с первого раза. Что бы нам пригодилось из кастомных плагинов, это каталог, это мост для агента, это плагин по синхронизации с площадками типа там 1С, Bittrex, мой склад, вот, либо со своей системой. Это генерация статей в админ-панели WordPress. Там есть, в общем, есть ограничения по пропускной способности хостинга, но это все можно править, то есть именно в самой панели. Обычно хорошо работает там 5-7 тысяч символов. Он генерирует очень быстро. Вот, если нужно больше, то может подтормаживать и вылетать. Вот. Но это уже больше вопроса, то есть именно к хостингу, к его ресурсам. Что касается генерации картинок и креативов, здесь можно сделать связку с Gemini AI через копишники. На Python делается скрипт, запускается через shell в Гугле, там указывается, получается, IP-адрес вашего аккаунта в Gemini и соединяется через агента, который пишет промпты для генерации картинок. Допустим, я хочу сделать, там, не знаю, визуализацию помещения. Вот, у меня есть набор промптов, уже готовых промптов, которые я оттестировал заранее. Мы их загоняем в агента. Агент каждый раз делает запрос на Gemini, и Gemini генерирует уже там готовые варианты. И эти варианты можно вытаскивать в том числе на свои статьи, либо на свои креативы в Телеграме, либо в Яндексе. Да, у нас просто здесь пожар, поэтому летает вертолет пожарный. Нормально. Вот так вот. Просто жарко, да. Все горит. Угу. Далее, нам может пригодиться плагин, который будет показывать метрику. Тоже просто делается, то есть можно один раз взять в вашем аккаунте на Яндексе ваш гостевой API от приложения
его засунуть в плагин WordPress, и он будет вам каждый день показывать вашу метрику о посещении сайта и всего остального. Ну, то есть без лишних там открываний окон в браузере можно получать информацию прямо вот непосредственно из админ-панели, либо, если заморочиться, то можно вывести ее еще в виде отчета в Телеграме, либо на почту. Это тоже практиковали, это тоже делалось. Почему самописный может выиграть, чем готовое решение? Ну, здесь тоже такой вопрос двоякий достаточно. Все зависит от цели. Если мы хотим протестировать какую-то прям вот кастомную историю, то можно уйти в больше варианты самописа. Если нам нужна какая-то более простая версия, то, в принципе, готовое решение тоже можно использовать. Вот, тут просто будет вопрос именно интеграции с текущими узлами, которые мы разработали. Хорошо подходит самопис, то есть именно под собственный бизнес, то есть именно по свою логику. Что я считаю наиболее оптимальным вариантом, если вы, допустим, продвигаете какой-то новый проект, вот, либо хотите как бы чуть больше выделиться по функциональности, чем ваши конкуренты. Ну, преимущество AI-агента, что это может быть на самом деле. Ну, здесь тоже важно понимать вашу цель. Если мы хотим больше автоматизации получить, то это очень удобный инструмент. То есть именно для работы там в двух человек. Сейчас я думаю, что вообще как бы команды остались только на каких-то более больших проектах. Вот, а весь e-commerce уже можно закрывать, мне кажется, там втроем, используя просто помощника в виде роботов. Вот, потому что весь диджитал, в принципе, на роботах и держится. Достаточно удобная вещь. Прямо через Telegram можно управлять либо получать очень большое количество информации. Поэтому те, кто хочет, может попробовать это сделать. Мне кажется, будет очень полезный результат, и это все потом можно будет развивать. Тем более, что это экономит достаточное количество времени. То есть можно заниматься еще параллельно чем-то, или, допустим, строить какой-то еще там проект, или там больше отдать внимание в продвижение, а вот эту всю рутинную работу заберут на себя эти вот мини-роботы. Ну, это больше тех-часть. Я ставлю презентацию, потом ее можно будет посмотреть, чтобы больше вникнуть, то есть именно в техничку. Как происходит подключение агента к сайту? Есть схема пул, Паша, ручной бот управления. То есть агент сам ходит на сайт, сам вызывает все необходимые команды, руками просто может подтвердить, там, да, нет. Вот. Либо всегда просто довериться агенту. Если мы уже уверены, что там наши промпты, наши задачи отрабатывают хорошо, то, в принципе, можно уже обойтись так бы без ручного вмешательства. Просто каждый месяц немножко свой аккаунт пополнять там, на несколько долларов, чтобы копишник жил. Прослойка между агентом и моделью. WordPress, если у нас на хостинге VRF, допустим, там на каком-то известном хостинге лежит WordPress, дальше у нас идет связка с агентом, прослойка в виде того же самого Cloudflare, и уже, собственно, сам по себе уже рабочий модуль через API. Ну, вот прослойка, я указал несколько вариантов. Это вот, оказывается, воркер на Cloudflare. Даже не нужно покупать платный аккаунт, работать просто на обычном как бы базовой истории. Вот, просто нужно в воркер этот код туда положить, и все связывается достаточно быстро. Дальше можно использовать какие-то облачные решения того же самого Гугла. Вот. Ну, что сейчас на самом деле, больше работает, то это Google. На Яндексе, честно, не так много тестировал. Вот. Там есть некоторые проблемы с авторизацией, вот. Но, возможно, это потом будет чуть проще. Также можно какой-то зарубежный сервис приобрести,
через него запускать, вот, либо какую-то еще там площадку альтернативную. Вот, но самый рабочий вариант, то есть самый простой, это Google. Там достаточно подробная экосистема, и в ней нужно разбираться, да, само собой, но если там один раз понять, то потом можно очень быстро решать там различные задачи. А тем более, что если сейчас мы говорим о том, что есть некоторые там кризисные истории там, с бюджетами и всем остальным, то вот такие решения на самом деле могут помочь и заказчикам, и исполнителям, потому что закрывают вопросы и при этом как бы не требует особо большого бюджета. Автопостинг рассказал, техническую часть. Ну, здесь, я думаю, то, что не новая информация. Нужно сделать бота, забрать свои данные в виде ID, имени, все это вставить. Можно также все это положить на GitHub, вот, либо на какой-то работающий хостинг. И через запишник это все работает, вся связка. Про запуск рассказал, что можно делать любые удобные вам временные комбинации, там, любой тайминг выставлять, любое количество задач. Вот. Просто будет вопрос во времени разработки. И что хочу сказать в завершении, то, что нейросеть, она часть задач закроет, вот, но все равно пока еще важная часть остается именно за специалистом, за человеком, который ее использует. Я думаю, то, что нейросети вообще сделаны для специалистов, то есть они просто облегчают работу с точки зрения скорости. Вот, поэтому важная часть – это research, аналитика и уже дальнейшее ее применение. Вот. Просто делать бесцельно, без конкретики, без структуры, может быть, как бы, наоборот, эффект обратный. Вот такой доклад сегодня я рассказал. Иван, большое спасибо. Все по полочкам, все детально, и чувствуется у тебя богатый опыт в этом направлении, и не только. Ты молодец. Спасибо. Так, вопросы, конечно, есть. Как у тебя со временем? Да, можем поговорить. Ага, отлично. Первый вопрос. Может ли ИИ сегодня самостоятельно и безопасно править техническое SEO, например, генерировать и внедрять микроразметку или анализировать логи? Самостоятельно и безопасно править, наверное, нет. То есть контроль все равно будет нужен. Но если, допустим, у вас есть какой-то проект, который уже работает, то есть на той базе, на которую он поставлен, то можно оттестировать несколько раз эту гипотезу. Если нейронка справится, то окей. Но пока еще как бы все, что касается безопасности и техчасти, лучше проверять как бы самостоятельно. Потому что бывает такое то, что какие-то баги вылезают. Да, согласен. Тут полностью поручать нельзя. Представь какой-нибудь серьезный большой проект, а там запустят автоматическую правку метатегов. И что-нибудь пойдет не так. На больших проектах точно нет. Либо если это ваш проект, который вы делаете очень давно, и вы знаете уже как его можно там докручивать, да, с точки зрения технически, и какие-то инструменты потихонечку применять там к клиентским узлам, то я думаю, что можно решить. Но если это типа новый ваш проект большой, то лучше пока по классике. Отлично. Вот первый вопрос перекликается хорошо со вторым. В каких именно SEO-задачах нейросети пока откровенно слабы и требуют глубокого ручного вмешательства, несмотря на хайп? Наверное, если мы... То есть, опять же, зависит от ниши. Если у нас какие-то
какая-то очень узкая тематическая ниша, допустим, там, не знаю, какая-нибудь там лазерная медицина, где нужна, то есть именно очень сильная научная экспертная база, то это обычно лучше, конечно, чтобы это все писали реальные люди, то есть реальные спецы. Там, как правило, есть пул спецов с именем, которых читают, которые реально экспертные, которые свои мысли как бы, ну, то есть раскладывают, то есть именно по теме. И, наверное, здесь нейросеть немножко проиграет. Вот. Но если какие-то общие, какие-то ниши, то я думаю, то, что можно использовать, но, опять же, перечитывать. Вот. Но я так скажу, то, что если мы говорим про, допустим, посты в ТГ, если у вас есть какой-то канал или группа, то можно промптами сделать автоматическую генерацию, то есть именно ваших текстов. Потому что если вас там читают, у вас есть аудитория, и вы понимаете, что она пишет, то это все работает, это 100%. Угу. Спасибо. Как адаптировать семантическое ядро под ответы нейросетей? Ну и еще под эти нейроблоки поисковиков самих. Ну, это объемная задача достаточно. Тут просто все будет зависеть от размера ядра, то есть там, какое оно. Может быть, здесь нужно просто собирать кучу данных, всю эту историю перемножать с ответами и потом вычищать. Тут сейчас сложно ответить. Вот. Просто нужно больше данных. То есть, какая там ниша, какая там база. Вот. Но я скажу то, что то есть именно ядра семантически еще не адаптировал под нейросети, но я думаю то, что так прямо сразу сделать сходу, мне кажется, будет сложно. Вот, потому что, ну, это вообще как бы отдельная задача, даже которая не входит в разработку. Вот. Ее нужно делать отдельно, то есть, мне кажется, по такой же технологии просто искать работающий узел и потом это все применять к своему проекту. Спасибо. Как вы автоматизируете процесс переиндексации и обновления нейросетевого контента, чтобы он не устаревал и не терял позиции со временем? Как я оптимизирую процесс индексации, обновления их контента? Здесь несколько путей. Если у нас есть какой-то работающий контент, то мы смотрим на метрику. Мы также ищем, либо сами ищем, либо через экспертов ищем, либо через те же самые нейронки мы ищем какие-то новые актуальные данные. Вот. Выделяем что-то новое, там, либо что-то более креативное вносим и также тестируем. Но здесь тоже такой процесс, как бы, ну, он объемный. Вот. Оптимизация, она тоже может быть разная. И от ниши тоже очень много зависит. Но лучше то есть пока люди, конечно, пишут лучше, то есть, потому что есть опыт, есть экспертиза у некоторых там экспертов в нишах, и гораздо лучше читать, вот, и с точки зрения чтения, и с точки зрения там поиска, то, что написано людьми. Поэтому я бы сделал так, что брал бы за основу, так не знаю, либо покупал бы статьи, написанные экспертами, вот, и бы просто дорабатывал нейронками, вот, как-то, короче, модифицировал. Вот. Спасибо. Вопрос. Как различаются ваши подходы к нейросетевой оптимизации для Яндекса с его упором на поведенческие факторы и Google с его жестким EAT, ну, для новичков поясняю, это экспертиза, опыт, авторитетность и траст, и AI Overview, то есть нейроблок выдачи Google? Ну, по Яндексу мы работали только с PF, то есть как там происходит оптимизация, сейчас это еще не тестировал, потому что больше по Google
подходы. То есть, мне кажется, просто был больше удобен, то есть именно с точки зрения там SEO и оптимизации. Вот, потому что в Яндексе как бы там не совсем понятная история с выдачами. Вот, мне кажется, там вообще все как бы там проплачивается компаниями, которые показываются в топах. Вот. Я бы больше, если брать подходы, то Google мне нравится больше, потому что там можно и ссылочки закупить, можно и больше покреативить, вот, и посмотреть метрики. То есть подход больше Google, короче, с точки зрения эффективности. Угу. Спасибо. Вопрос. Насколько эффективно использовать нейросети для быстрого перевода, культурной локализации и продвижения MVP-проекта в новых языковых регионах? Какие бы ты рекомендации дал? Использовать нейросети для быстрого перевода текста или Я думаю, перевода да. текстов. Угу. Как я говорил, начинаем с анализа. Делаем ресерч, собираем тот контент, под который нужно будет делать перевод в новых регионах, там, не знаю, либо в странах, либо в областях. Всю эту историю, из всей этой истории мы делаем большую базу данных и начинаем потихонечку там, через тот же самый Клод пытаться всю эту историю перевести. Но перевод, кстати, работает нормально. Если, то есть, опять же, учитывать как бы особенность контента. Вот. Пока как бы не возникало как бы глобальных проблем с переводом текстов на другие языки. Мы используем и английский, и турецкий. Вот. Даже тот же самый ChatGPT достаточно нормально переводит тексты. Что касается MVP проекта, тут тоже просто объемная история с вопросом, какой проект, MVP-проект, в чем, какая задача может быть. Подходы, то есть общие подходы к тому, как сделать MVP, я сегодня озвучил. То есть мы просто делаем степ на ресерч, на аналитику. И дальше уже будет более проще. Вот. Я бы так на это ответил. Угу. Иван, спасибо. На данный момент вопросы закончились. И по традиции расскажи, чем ты можешь быть полезен зрителям. Вот вывожу твой слайд, если есть с контактами, то можешь вывести. Или контакты размещу под видео, как обычно. Я на самом деле не занимаюсь там типа частными заказами. Вот я сейчас работаю на одном проекте, просто годовой. Вот. Чем могу быть полезен? Там, если будет что-то нужно там поделиться с точки зрения там технически, либо фронтов, каких-либо интеграций, то можно написать там мне через себя, там контакт есть мой в Телеграме. Вот, могу быть полезен. То есть это как бы не платная история, вот, но если будет нужно, то могу чем-то помочь. Иван, спасибо. Будет желание, приходи снова с новыми идеями для вебинаров, буду рад. Да, спасибо, Миш. Да, до связи. Давай, всем спасибо, до новых встреч. Иван, тебе огромное спасибо еще раз. И давайте увидимся в топе и до новых встреч. Счастливо.